Это у нас отдельный случай. Большой универсальный топор. Состояние у него даже боюсь представить. Но если учитывать вот это будет жесть. Отбил по максимуму сильную ржавчину для того, чтобы сэкономить время на травление. Иначе оно будет неделю травить. А зачем? Теперь лимонную кислоту. Перед этим пройдусь корт-щеткой. Опять же, для того, чтобы ускорить процесс, поотбивать все, что только можно. И процесс травления шел намного быстрее. За топорики тут еще поборемся. Черновая обработка болгаркой, просто чтобы снять основной слой ржавчины и было проще это все травить. Клейма уже не видно, вряд ли можно... Нет, бесполезно. Но это и не столь важно. Будем, значит, его вылизывать. А пока травление. Вытащил из лимонной кислоты и предварительно очистил его металлической щеткой для того, чтобы понять, насколько глубокие ямы и что делать с этим дальше. Ямы очень сильные. Я еще кину его в лимонку, но ненадолго. Клеймо определить невозможно. Я не могу понять, что за клеймо.
И думаю, уже и не получится. Единственное, есть вариант, это понять, какой топор по проушине, по форме. Потому что такую проушину, вот именно такую, я еще пока не видел. Можно определить по проушине, какая она, какой формы, что за топор. Те же, допустим, Иж-сталь, она была более широкая и не такая диагональная. Она была более ровная, более прямоугольная. Здесь она очень сильно наискосок. То же самое Зиг. Она точно такая же, была более широкая и более прямоугольная. Здесь она очень диагональная, похожа даже на ромб. Если я найду в интернете, обязательно напишу. Пока по планам кинуть еще в лимонку совсем чуть-чуть, потому что здесь, например, просто отвалился, полностью сгнил и полностью отвалился уголок. То есть я не буду выжигать его дальше. И у меня есть одна любопытная идея, как его защитить от дальнейшей коррозии после того, как я все очищу. Я не буду вылизывать его полностью, потому что здесь улетит весь металл. Ямы очень-очень глубокие, очень сильно. Поэтому мы будем оставлять, я их травану насколько можно, чтобы создать защиту. Очень сильные ямы. И у меня есть одна любопытная идейка. Поглядим, получится или нет. Около 30 часов в лимонной кислоте. Я уже вытащил, не стал больше держать. Очень глубокие ямы, он вообще весь в ямах полностью. Вот видно, все в ямах, одни сплошные ямы, но будем шлифовать. Я не буду больше извращаться с ним. Будем шлифовать. Самое сложное то, что очень сильные ямы прямо на закаленной кромке. Мало того, что здесь пила, пила, я буду миллиметра 3 снимать, миллиметра 3, так еще и придется вылизывать, но здесь я сделаю насколько смогу, потому что иначе всю закаленную можно слизывать. Я немало полазил в интернете, пытаясь понять, что это за топор, просто сравнивая форму с картинками в поиске. Просто в Гугле, в Яндексе, в поиске топор СССР. Ну, мне как-то чуйка была, что это Зиг. Почему? Потому что я немало видел других форм. И, допустим, взять 3 кедра, нижняя солда, там у них вообще нет. То есть в основном у них были плотницкие, они универсальные. Во-вторых, у них были без ушка, то есть этого шипа. Иж у них точно так же была немножко другая проушина. И в итоге я сделал вывод, нашел немало картинок, что это Зиг 30-х годов. Почему? Потому что, и, во-первых, они полностью по форме одинаковые, во-вторых, именно форма проушины, и она просто, я так понимаю, сохранилась еще, пока ее не видоизменили уже на советский манер, она сохранилась точно так же, я найду фотографии, приложу, получается, еще дореволюционных царских, потому что есть царские топоры, так называемые, и вот у них именно такая проушина, она более узкая и более такая диагональная, то есть более изогнутая, не прямоугольная. И еще дополнительная подсказка мне было то, что на нашем топоре, как и на источниках из интернета, которые вот я показываю, там круглое клеймо Зиг, то есть это круг печатанный и надпись Зиг. То есть год, понятное дело, здесь ничего не сохранилось, но взять, допустим, Зиги 40-х годов, на них там не было круга, там просто было именно отбитый штамп Зиг и год, и ОТК. Не было в круге. Здесь у нас есть следы круга. И просто оно все выгнило, этот штамп от ржавчины просто разъело. Исходя из всех этих моментов, подсказок, методом анализа я делаю вывод, что это топор Зиг 30-х годов, какой именно мы уже не узнаем, но это и не важно. То есть это Зиг РККА, Рабоче-крестьянской Красной Армии. Итак, навскидку это Зиг РККА, то есть Зиг 30-х годов. Точный год мы уже не узнаем. Навскидку. Может быть, я и ошибаюсь, но давайте, как говорится, изучать, обсуждать, дискуссировать. Что делаем дальше? Я понял, что здесь просто как губка. Тут видно под углом, просто губка. И
Не буду париться и пытаться вот максимально естественно его состояние сохранить. Мне придется его шлифануть. И вот смотрите, насколько я уже подвыровнял, насколько глубокие ямы. То есть насколько сильно он туда зашло. Но я сильно много слизывать не буду, потому что это потеря веса, это потеря металла. И это обязательно скажется на работоспособности. Все-таки им, блин, не на стенку вешать, а махать. Здесь есть проблемы, потому что из-за вот этой ямы и вот этой, и вот здесь она не настолько глубокая, это только с этой стороны лезвия, сейчас еще покажу. Вот эта яма и вот это придется убирать чуть ли не полсантиметра. Почему? Потому что когда будешь затачивать, вот здесь настолько будет тонкий металл, даже если все это слизать, по-хорошему нужно вот аж до сюда слизывать, потому что когда будет заточка, здесь будет вмятина. При любом ударе здесь будет, так как здесь очень тонкая, даже если это вот вылезать, здесь будет первое, где будет стачиваться, и первое, где будет вминаться. Поэтому придется, ну, минимум миллиметра 3. Я попробую ее сохранить, но может быть, что и до полусантиметра. Это, конечно, очень плохо, потому что это уточка и уже потеря первоначального вида, но как бы то ни было, на данный момент это абсолютно ужас. Он, естественно, рубить-то он будет, он даже сейчас будет пробить. Тут вот такая пила, просто пила, она довольно острая, но это не нормальная заточка. Я никогда не делал эту бритву глупую, потому что 2 удара даже об дерево, и бритвы этой нету. Там сразу заусенцы в любом случае появляются. Но я пытаюсь максимально качественно все-таки заточить. Все, машинная шлифовка кончилась. Дальше уже ручками. И изнутри будем это точно так же гниль и ямы хоть немного дослизывать. Сейчас нужно вот эту вот пилу, даже она даже острая, опасненько, можно ее сточить. Сделать толщиной где-то миллиметр стенопильником, для того, чтобы потом переточить с нуля. Иначе от этих ям мы не избавимся, и оно будет проминаться вот на всех этих ямах, где гнилой и очень тонкий металл. Оно будет моментально давать вмятины. Вот здесь, вот это место слабое, 100%. И точно так же много слабых мест есть. Вот здесь слабое место, вот здесь слабое место, здесь вот слабое место. И точно так же здесь и вот здесь. Будем стачивать. Я хочу снять все заусенцы, чтобы понять вот здесь, вот она яма. Вот оно должно везде быть примерно такой толщины, как вот здесь. И то, если я сейчас сниму по бокам все это, скорее всего оно будет тоньше. Придется точить еще. Но она должна быть по толщине примерно как вот здесь. Где-то так миллиметр, может быть 0,75. Для того, чтобы полностью, вот где-то вот как здесь.
для того, чтобы ее грамотно с нуля одинаково ровно переточить. Не стал больше вылизывать, это где-то 400-я наждачка. Все равно дальше будет у нас эксперимент с обработкой металла. И здесь, я считаю, зеркало и не нужно. Проушину решил оставить вот такую. Почему? Потому что я хотел ее вначале выровнять, но понял, что она вся идет вот так вот немножко под наклоном. То есть она, можно сказать, немного перекошенная. Немного вот так по диагонали. Вот эта часть, она ниже, чем вот здесь. И поэтому, если срезать здесь и срезать здесь, она совсем станет маленькая. То есть она станет еще уже, поэтому я решил ее оставить. Без обработки внизу, ну, тоже не смертельно. Все. На этом пока остановлено. Дальше будем экспериментировать. Обычное подсолнечное масло. Самое обыкновенное. Наш топорик. Противень. И электроплитка, разогретая до 200 градусов. В чем суть? Мы обмазываем топор маслом и ставим его обжигаться в плиту, в печь. Вот, но так как у нас 200 градусов, то у нас отпуск не произойдет, то есть мы будем его вытаскивать. И у нас топор не отпустится, то есть можно не беспокоиться за закалку. В тот же момент воронение, способ этот, говорят, очень качественный. Ну, попробуем. Сильно толстый слой не нужен, потому что будут потеки. Потеки и так будут, но пусть лучше они будут меньше. Да, процесс этот оказался совсем не быстрым. Уже, не знаю, прошло минут 20. Я уже поставил на 250 градусов, хотя изначально хотел на 200. И оно только начинает как-то, да, появляться карамельный цвет. Вот какой он и должен для начала. Карамельный такой цвет. Вот он, вот видно. И нужно ждать, пока оно все, получается, начнет вот карамельным становиться. Карамельным. И темнее, и темнее, и темнее. Сейчас покажу поближе. И потом должен очень-очень плотный, мощный и крепкий слой появиться. Но очень скользкое. Вот у нас. Вот оно, вот видно, да. Да, видно, что оно вот уже начинает карамельного цвета становиться. Ну что ж, ждем. Да, это, я думаю, займет час, а то и больше. Но это эксперимент. Как бы смысл его в эксперименте, получится или нет, что получится. Изучить, сделать анализ. Хуже точно не будет. Давай сделаю. Ну, ты делай. Так, вот. И вот именно то, что нам нужно. Сейчас немножко поближе. Вот оно. Вот начинается карамельный вот такой вот цвет. Начинает забивать все дыры. Это именно то, что нам нужно. Сейчас мы его немножечко тиранем. Аккуратно, скользкое очень. Немного тиранем, чтобы слой был ровный. Не было вот этих вот подтеков. И будем дальше воронить в масле. Вот такая вот у нас карамелька. Ну что,
Дальше. Так, вот у нас уже довольно много времени прошло. Вытащил. Очень медленно оно продвигается. Конечно, стал уже такой коричневый, но, честно говоря, не сильно оно еще въелось. Будем еще, конечно, держать. Вот оно потихоньку запекается, но еще пока слабо. Так, ну что, прошел уже, я не знаю сколько. Часа 2, я думаю, точно. И, в принципе, он почернел. Но есть проблема. Проблема это в том, что когда ты пытаешься его перевернуть или просто даже подвинуть, получается, ты вот чем угодно, там, теми же вот я плоскогубцами беру, ты просто счищаешь этот слой масла, и все, и становится снова белое. И получается все сначала. У меня есть идея такая, и возможно этому слою нужно застыть. То есть, возможно, этому слою нужно застыть, так что я просто беру и, наверное, оставляю это, все выключаю, хватит. И оставляю это на ночь. И утром я погляжу, что у нас получилось. Ну что ж, о нашем эксперименте. Вот что у нас получилось. Честно говоря, даже не знаю, что ответить. Самое печальное, что оно неравномерно, вот здесь вот, где оно лежало. Вот, можно попробовать, конечно, еще раз это все дело, но никто не гарантирует, что оно при температуре не поплывет опять. То есть, и вот, где оно точно так же соприкасалось с металлом. То есть, если бы был какой-то духовой шкаф и можно было подвесить, тогда еще да. Выглядит оно, ну, как будто покрасили краской, то есть это на манеру вот как чугун обрабатывали. В принципе, вот здесь вот выглядит оно любопытно. А насколько она удары износа устойчивая, не могу сказать, надо тестить. Ну вот, в принципе, оно выглядит любопытно. Единственное, я не очень люблю вот такой вот глянцевый блеск. Фух, ну надо, наверное, сделать тесты.